95 лет – это со дня образования первой государственности в рамках всего Дагестана. Это создание Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Это было как раз 95 лет назад. И то, что самый важный фактор, я считаю, это то, что Дагестан получил государственность. Хотя на территории Дагестана существовали и в древние времена, там и Албанское царство было, были отдельные ханства, княжества в рамках вот той территории, которую мы называем Дагестаном, хотя Дагестан тоже имел определенное название. Определенная территория называлась Дагестаном, другие территории назывались несколько иначе, но сейчас мы объединили. Объединили, и вот уже на протяжении 95 лет существует Дагестан в тех границах, в той форме, в которой он есть, и это очень здорово, потому что это реальная, значит, реальная государственность вот того региона, который мы вот, в частности, представляем. Конечно, очень много, если говорить о том, сколько было сделано до Октябрьской революции в составе Российской империи в Дагестане и по взаимодействию с Дагестаном, и сколько было сделано на современном периоде, в течение этих 95 лет, это, конечно, совершенно разные величины. Потому что за эти 95 лет фактически была проведена индустриализация этой, ну, даже аграрная, она даже не аграрная республика, она была... Это не республика была, а некие территории, которые отошли вот по этому Гюлистанскому договору. Это были созданы заводы, фабрики. Реальная промышленность была создана именно вот в годы, за эти 95 лет. За эти 95 лет фактически создалась дагестанская российская интеллигенция. Это ученые, писатели. Но мы знаем Расула Гамзатова, все это, как будем так говорить, представляющие лицо Дагестана, естественно. Но есть очень много писателей. Недавно, вот, к сожалению, ушла, вот, как я называю, последний из магикан. Это Фазу Алиева, прекрасный, значит, наш поэт, поэтесса. Есть очень много было и в те времена, и в современный период писателей и поэтов. Вообще Дагестан всегда отличался тем, что отношение к образованию, к науке, к поэзии у него всегда было особенным. В Дагестане до революции, вот где-то на 13 или 14 год, я точно не помню, было 1163 школы. Да, они были при мечетях, но это были школы, в которых обучались дети, получали грамоту определенную. То есть отношение к образованию, оно как было, так и осталось. Вот представьте сейчас 6 государственных крупных вузов. Это где-то порядка около 100 тысяч студентов. Сейчас республика – это 3 миллиона. Летом вот мы в день независимости Дагестана, там, ну, Конституции Дагестана, мы праздновали как раз этого 3-миллионного ребенка, который вот родился в Махачкале. То есть это 50 тысяч квадратных километров, это 3 миллиона населения. Это огромный потенциал научный, промышленный. К сожалению, вот эти годы, предыдущие 15-20 лет, ну не 20, больше даже, не удалось, потеряли многое мы, потому что производство было промежуточным. Но тем не менее, есть серьезный и инженерно-технический, и научный потенциал, есть возможности для развития республики очень большие. В настоящее время вот внимание, то, которое уделяется сейчас Дагестану, тоже надо отметить. Это принята специальная программа социально-экономического развития Республики Дагестан. Несмотря на тяжелые вот время, там и санкционное время, и экономический кризис мировой, в том числе и Россию он затронул. Тем не менее, есть такая программа, в рамках которой развивается Дагестан. В Дагестане вот было принято, значит, приняли несколько лет назад, года 2 назад, там было 10, ну сейчас 7 основных социальных проектов, социально-экономических проектов, по которым республика развивается. Это связано и с экономикой, это связано и с социальной средой, с образованием, здравоохранением. То есть здесь много есть факторов, если говорить о том, что когда говорят Дагестан, я не понимаю фразы «Дагестан в составе России». Такого нет. Дагестан и есть Россия. Это самая южная часть Российской Федерации, которая является, ну, непосредственным субъектом этой федерации, который в него входит, который исполняет те самые законы, все законы российские, которые принимаются вот для всех остальных регионов Российской Федерации.